Сегодня выпало что-то там вообще сколько-то, 14 сантиметров осадков за ночь. Да. То есть это плюс 14, это сугробы. Это, наверное, самая снежная Москва за 4 года, наверное, которые... Ну, короче, йоу, с вами Прокси, и вы смотрите Прокси Драйв, второй сезон из снежной России. Так. И сегодня у нас в гостях, сегодня я таксую, короче, Да. легендарного Магазинчик заскочим, купим. супер-пупер Капеллу. Я- Она у тебя склоняется? Не, просто Капелла. Просто Капелла. Я думаю, это не склоняется. Да, Рома Капелла. Расскажи, кто ты вообще? Живая легенда. Живая легенда. Легенда при жизни, да? Ну, это чисто такой внутряк. Вот. Я битмейкер, я продюсер. Ну, и как бы в основном я себя именую, если меня где-то просят, как тебе написать, музыкальный продюсер. Все. Ну, я думаю, это полноценно, максимально мою деятельность описывает. То есть ты музыкант? Ну, нет, наверное, больше, все-таки... Музыкант все-таки должен владеть какими-то инструментами. Вот, и я так, а я на всем по всем. Мне кажется, это в классическом понимании музыкант должен владеть. владеть. Я больше музыкальный продюсер, потому что это все-таки в основном моя деятельность, то есть чем я занимаюсь, то есть это... И если взять музыкант, он там мелодии придумывает, топ-лайны какие-то, знаешь, может даже на гитарке играть. Вот как у меня друг есть, Миша Крупин. Он вообще на укулеле там сидит, лялякает, мелодию придумывает, песню на iPhone записывает и может, именно, мне кажется, музыканты больше вот такими вещами занимаются. А мы все-таки занимаемся партитурами, раскладками, аранжировками. Ну, конечно, тоже мелодии какие-то, есть вокальный продюсинг, там, если работаешь с артистами. То есть это все, в общем, называется, мне кажется, музыкальный продюсер. Лэптопом владеешь? Ну да, конечно. Может быть, это новый музыкальный инструмент в 2020-х? Так и есть. Да, это, наверное, уже с десятых началось, что полноценно уже, как, собственно, мне кажется, все бэдрум-продюсеры, когда начали получать Грэмми, я думаю, с этого уже, именно вот я имею в виду компьютерный, Digital Era. Твой последний альбом. Там написано «Live». Да, это лайв. На каждом треке. То есть там не был использован ни лэптоп, никакой ни компьютер, ничего. Кое-где использую как рекордер. Ну, то есть и все максимально. В основном просто это one take. То есть я все беру и с one take пишу. То есть, изначально подготавливаю какие-то партии, придумываю что-то еще, а уже потом их микшую, меняю, может быть, как-то с ними поступаю. Просто, мне по фану так писать, как бы это. Ну, то есть ты не собирал их в секвенсоре, типа дов какого-то? Нет, это one take, то есть как получилось, там, потому что очень много модуляров, всякого такого, сам знаешь, что там нажал, а потом уже другое все пошло. Но в основном это какие-то, знаешь, такие внутренние вот эти вот самокопания, потому что это же, по сути, не мантра, да, это как это такой, ты как бы отключаешься, это, в английском deep concentration, когда ты вот находишься вот в музыке, да, и это не живое выступление, как, типа лайв, многие могут подумать, нет, это лайв, что ты играешь именно это вживую, но никто на тебя, типа, не смотрит, поэтому ты можешь там максимально быть, расслаблен так или иначе, и не работать на то, чтобы кому-то, понравиться, потому что, любой, кто так выступает, это понятно, ты должен нравиться своим слушателю, то есть любой по этому поводу переживать будет, нет таких людей, которые чуть-чуть бы не переживали. Но называется он Сара. Да. Сара — это проект мой, это феминитив мой, скажем так. Это вот как у Саши Деза есть Нана, вот, у меня есть Сара. И это вот девочка, которая на обложке, это как бы с меня срисована. И это скрещенная часть между... То есть это ты в женском... Да, как пятый элемент, как ее забыл актриса? В пятом элементе. Мультипаспорт, я забыл. Йовович? Да, Мила Йовович, а как ее зовут в фильме, я не помню. И подумал сделать себе феминитив, какой-то такой в эту сторону. Подумать, потому что у Саши есть, и я говорю, давай сделаем следующий альбом, и они будут целоваться на обложке. Пардон. Да. И нормально, не слышно. По сути, это два названия, два проекта, просто это как бы так я вывожу этот проект в свет свой. То есть у меня все равно какая-то есть своя небольшая стратегия странненькая, которая... А это первый альбом, который окрыляет был один трек, выходил, и вот сейчас, это начинается с этого. У тебя в соцсетях довольно долго висела вот эта как раз картинка. Да. Это я на день рождения показал ее, то есть я говорю, вот это будет, ждите. Мне понравился очень первый трек, самый первый, я его, по-моему, репостил, там все делал, пытался как-то засаппортить, потому что вот тот вайб, это как раз, мой вайб такой вот, когда давит,
когда вот есть какой-то там бит. Ну, я вот люблю этот acid sound. френч, знаешь, и вот французская вся эта электронная сцена мне очень близка. И весь этот звук, собственно, Месье Лазон, да, Бэнгерс. Вообще это все для меня, особенно вот мне нравится, особенно какую-нибудь жесть послушать. Ну вот Месье Лазон, Брон Копс, кстати, посмотрите фильм обязательно, это лучший фильм вообще. Там снимается куча звезд, там в эпизодических ролях появляется Flying Lotus, Дипло покупает траву в крысе, и саундтрек там просто бомба. Ну это там Марлен Мэнсон играет мальчика-проститутку, это там очень круто. Это круто, круто. Ну вообще, очень люблю Квентина Дюпье. Вообще мне близка его музыка. Вот. Ну и такая вот, собственно. А я, по-моему, встал на покрышке. Вот был у него фильм «Покрышка». Да. И это вот, после это после, «Покрышки». да. И они в фильме смотрят этот фильм. Короче, там очень много крутого. И понял. Это такая, знаешь, антиутопия, очень такая высокая. И все такое, знаешь, и в ярких тонах. Вот это какая-то там, вроде Калифорния или Лос-Анджелес. Такой, знаешь, немного даже тайповый фильм местами. Особенно вот это, знаешь, когда солнце в зените, там такой, и какой-нибудь аккорд минорный. Очень интересно звучит все это. Я всегда этот вопрос задаю каждому артисту, а должен быть вообще какой-то месседж? Или... Это зависит все, мне кажется, от личности. Ну, то есть некоторые укладываются, это в каждый трек может быть отдельная история, да. Мне нравится писать альбомы как саундтреки, то есть это мультижанровая вещь. То есть это то, что можно прям взять и в фильм интегрировать в какой-нибудь. Ну, допустим, вот я там пишу, например, хип-хоп альбомы, куда-то вставить, и сразу это будет, допустим, работать. То есть под какие-то сцены, я думаю, вот здесь вот так вот. Ну, мне нравится концепция саундтреков, вообще очень люблю эту историю. Вот. И в основном моя концепция написания альбома — это вот какая-то история такая через весь альбом. То есть как под это можно спокойно снимать. То есть поэтому я всегда очень радуюсь, когда какие-нибудь футажи или кто-нибудь что-нибудь делает, мне очень нравится. Присылайте свои работы, я с удовольствием это все смотрю. Ну а соответственно, когда ты делаешь трек, то эта история у тебя в голове. Или да, я которую ты хочешь как бы озвучить. Да, и компилирую там как-то. Ну, допустим, вот есть, ну, вот этот лайв-альбом не надо брать, там нету как такой компиляции, я там сделал такой по алфавиту. Я говорю, у меня никогда не было альбома по алфавиту. И здесь я думаю, такой, сделаю просто по алфавиту, короче. Ну, надо как-то делать какую-то, чтобы была история через весь альбом, чтобы она, по крайней мере, читалась для тебя. Вот, если тебя спросят, ты можешь рассказать, да, почему? Потому что, ну, такого, как сказать, декодинга у меня ни одного альбома никто не делал. Но в основном я понимаю, о чем идет речь, и мне нравится это самому слушать. Очень люблю вставлять еще вот в альбомы, и я думаю, ты слышал всякие, может быть, иногда не только французские какие-то сэмплы там или из кино, я люблю брать, очень люблю, ну, вот это жаргон, wanna blaze on fire. Вот это все я очень люблю. Рага. Ну да, что-то такое, вот, мне очень нравится. Ну, и Кокни мне нравится, и который, ну, чисто английский такой, вот это гапарский. Ну, и, собственно, Рага Саунд вообще обожаю тоже. Это если брать другую, ну, как бы концепцию музыки, вот если брать бейс-музыку, да, то, конечно, мне очень нравится, чтобы был бас, чтобы большая, знаешь, я представляю себе такой, чтобы Растаман читал, у него была вот такая голова, тело маленькое, и он такой с большой мачете, такой рубится. Ну, понял. Джунгли. Да, какой у тебя это альбом по счету уже? Ой, я чуть не считал, если честно. Space Odyssey был один из первых. Мой первый диггинг в аналоговый мир. Это интересный такой хип-хоп альбом. Там у меня всякие тоже и гости есть прикольные. Там Стейси Эпс, это подружка Flying Lotus. Там, короче, и мне Blood Beats помогал, короче, выпускать его. Должен был на виниле выходить, но там начался вот этот кризис с диджитал-маркетингом. И как раз это вот этот переход 10-11 года, когда вся индустрия полетела именно в онлайн. Вот. Да, по наклону. Да. И стал как раз вот винил пропадать очень сильно, быстро. У него был спад, вот особенно с десятых такой вот он, и сейчас опять выходит. Через 10 лет он сейчас опять аналоговые носители появляются, потому что от онлайна тоже как бы устают. Потом циферный альбом, это там 01010001. Так, Бадман был еще перед ним, там это трэп такой, всякая история бейсовая. Много, я сейчас, так не вспомню. Я понял, да. Заходите на SoundCloud, check my SoundCloud, бро. Да, кстати, если вы еще не подписаны, подписываемся, ставим колокольчик, ставим лайк, ставим дизлайк, если делаем хотите. кнопку серой.
Именно. Там внизу в описании еще прикрепишь мой YouTube, тоже приходите там смотреть. Да, без Б вообще. У меня всякие штуки, там есть туториалы. Я пытаюсь иногда залетать на YouTube, но все-таки иногда думаю, не то, что как бы я старый, да, но у меня какая-то, знаешь, такая политика. Кто-то, моя там маленькая аудитория, ну вот это вот на YouTube, она понимает, короче, как, что, куда, зачем. Вот, какие-то шуточки уже, знаешь, там для себя. Они даже делали Fruity Loops Capella Edition, там рожа появляется при загрузке, там всякие приколюхи. Вот, но не знаю, вот, хочу на YouTube, да, иногда. Поэтому все-таки в большинстве случаев ограничиваюсь какими-то стримами такими просто. Включаю запись, что-то сижу, там тыкаю. Так иногда вопросики посмотрю, что-то поотвечаю, там 5 минут. Да. Как ты вообще пришел к музыке? Как ты понял, что ты есть музыка? У меня вот прям есть про это целый фильм, «Фонограмм» называется. Я про это долго рассказываю, как все появилось. Очень давно, это сколько, 99-98 год. Я начал уже как-то с кассеты на кассету, здесь бит, здесь сэмпл. С винила, ну, в основном это хип-хоп, то есть, и до сих пор я очень люблю, мне очень нравится, и то, что происходит сейчас с музыкой, ну, и все это, вот это все меняется. Единственное, что меня сейчас иногда расстраивает, это то, что, ну, слишком все стало туповато опять, но это всегда к этому приходит, знаешь, как бы, вот, музыкальная составляющая, она всегда, так или иначе, когда-то сильно вот это, как это называется, оверхитинг, вот это вот, да, такой, перегревается, и появляется что-то типа, как Soulja Boy, на двух звуках. Ну, да. Так что вот, сейчас опять вот мы переживаем этот период. Видел я уже столько этих вот эти волны появляются, пропадают. То есть сейчас просто это очень быстро меняется. Сейчас опять у нас перерождение эры клубных бенгеров, потому что у нас появился ТикТок. И в ТикТок стали интегрироваться треки коротенькие, с хуком, и что-то танцевальное, по что танцуют. Сейчас, собственно, вот индустрия вся, вот опять вернулись к R&B 2000-х, как вот этой всей истории, там, каким-то хуком, типа chicken noodle soup, chicken. Я думаю, скоро Кранк вернется. Какая-нибудь такая, типа Lil Jon история, что-нибудь еще. А вот именно подход к написанию, как ты думаешь, вернется качественно, или он так и продолжит стоять на количестве? Ну, вот сейчас битмейкеры будут расти, все равно даже те, которые молодые появляются, они так или иначе хотят этого, не хотят, они будут уже со временем улучшать себя. Ну, те, кто развивается. Те, кто не развивается, те, ну, на обочине и отпадут. Сами те, кто это делают, они будут хотеть уже чего-то большего. Те люди, которые, ну, читали там просто под барабаны, уже потом захотят чего-то больше. Просто я вижу, что отсутствие выступлений, да, заставляет людей как-то начинать по-другому думать, и музыканты начинают думать по-другому, да, и слушатели начинают думать по-другому, да. И вот просто на моем примере мне начинают комментить там на Ютубе, у меня там выложена дискография, видео, аудио, да. Люди начинают возвращаться к каким-то старым трекам, недооцененным там 12 лет назад, 10 лет назад. Это обожаю, типа того, да. Люди сидят дома, то есть у них как-то не загажен эфир, да, вот перед глазами вот всем этим. И ну, ничего не отвлекает, никакая да. гулянка. Ну, как вы говорите, свинья всегда грязь найдет. Я по себе даже знаю. Тусовку сделать это не вопрос. Но сейчас, да, такое время, что большинство вот людей, даже с которыми я работаю, там, или какие-то артисты, они на пандемии очень много взялись за голову, много стали писать, экспериментировать, это факт. Особенно состоявшихся артистов. Кто-то делает там какие-то свои проекты параллельно. Есть много всего, что сейчас онлайн. И онлайн, конечно, ну, крутая тема, потому что все-таки в онлайне мы с начала вот десятых. Поэтому для меня-то эта тема понятна абсолютно. Просто я имею в виду и продажи, и вот это все, то есть как работает онлайн, я уже, ну, в этом давно. Просто иногда я этому очень сильно сопротивляюсь, мне иногда ну, есть какие-то вещи, которые, знаешь, что думаешь, блин, ну елки-палки, опять. Не то, что возраст, да, ну какие-то вещи уже, знаешь, делать не респектабельно, не знаю, как сказать, ну вот. Ну, может быть, как-то лениво, как ты на опыте уже смотришь на них, да, и как-то да, менее, может быть, интересно, как ты все время же ищешь новое, что-то новое, да. Ну, хэштеги я понимаю, да, там, ну, где-то привлечение аудитории, да, как-то больше тебя поиск, все равно я как-то это, знаешь, на таком, знаешь, плавном, все равно в жизни, мне кажется, и особенно в музыке, это важно, когда ты делаешь что-то, знаешь, на таком, на легком, знаешь, на таком, на простом. Это знаешь, как типа пинать труп песни, когда ее по 5 раз переделывают? Есть вот такое, у меня политика такая, что я лучше новую сделаю,
эту закончу, я лучше уже новые силы, новую голову и ошибки какие-то учту и туда сделаю. Это такой вопрос, как бы, есть прокрастинация, да, а есть как бы вот именно вот этот вопрос, когда ты как застрял в лупе, застрял в песне, и вот эти стоят, пинают труп песни, вот. Это, конечно, такое. Ну да, у меня тоже такая есть штука, я лучше сделаю 2 новых трека, чем буду пинать один, который, ну, никак там. Я же слышал, что ты как бы очень крутой битмейкер, именно как это называется? Ну, Ghost Production, или это не Ghost Production? Ну, и что-то Ghost, что-то официально, ну, выходит там под нашим продакшеном, Diamond Style. То есть, кто в этом коллективе? Это, ну, собственно, я, Will Shine, Саша JF, сейчас Олег LJ, это наш новенький, ну, как новенький, уже 3 года мы с ним. Потом Beatmagic, еще пацаны там, ну, много у нас еще, которые с нами работают, как сказать, на коллабах, можно так сказать, вот. Всем пацанам салют. Не обижайтесь, если там кого не назвал. Блин, тут летом так классно вообще в Коломенском. Я обожаю вообще там гулять. Особенно вот когда была вся эта история с концертами. Я прям обожаю, когда в Коломенском концерте. Там вот это лужайчики, какой-то рейв, 3 сцены, разные артисты, ходишь вообще. Как мне этого не хватает, вот именно фестивалей. Фестивали же так вообще, такой кайф вообще. Можно и дождь, и без разницы. Фестиваль в этом и прикол, что там самая атмосфера. Ой, как я прям говорю, я так захотел. Опять. Ностальгируем, да. Слушай, а почему мы все время как бы вспоминаем прошлое и говорим, что типа прошлое всегда лучше? Потому что сейчас это факт. Сейчас это не то, что ты вспоминаешь и говоришь, что раньше было круто. Нет, сейчас это факт, потому что сейчас ни хера нет вообще. Я думаю, что индустрия не восстановится в той форме. Когда мы только начали выходить к фестивалям, в России стало появляться, выросло новое поколение, которое понимает, что такое фестивальная культура, потому что мы когда были еще вот юными, делали фестиваль там Splash с флэтлайнами, там какие-то еще истории. Тогда мы даже обсуждали, что в России нет фестивальной культуры. А сейчас уже выросло вот это поколение, которое видит там ультру, видит вот это все, и они прям выросли уже вот именно нацеленные на вот такие истории, то это будет восстанавливаться, ну, я думаю, 5-летку точно еще будет восстанавливаться. Ну, вот именно в России ты думаешь, да? Не только в семье. Не только в России. А какая именно индустрия, вот танцевальная или, может быть, какая-то больше слушательная? Ну, сейчас я думаю, что все уйдет, если брать концертную деятельность, все уходит в рейвы. Мы возвращаемся к Лондону и вот этим подпольным рейвам. Я уже на столько подпольных рейвах поиграл. Вот за эту пандемию. Да, потому что людям, ну, нечего делать. Потому что люди все-таки, ну, по своей причине, ну, им надо, они хотят. Особенно молодые хотят тусоваться. Ты себя вспомни в детстве, ты хотел куда-то ходить, ну, блядь, ходить-то некуда было, ну, в основном. Поэтому мы собирались там и, ну, на домашке где-то там, или где-то сами мутили в каких-то ДКшечках что-то. Поэтому ты сам знаешь, какая энергия прет. А особенно, а если, прикинь, ты избалован, да, уже. Ну, мутабор вроде, да, более-менее что-то там дышит еще. В том году я и играл на 3 подпольных рейвах. На 3 подпольных рейвах поезжали мусора, всех крепили, тупо просили бабок, все. Я их почему называю мусора? Потому что это мусора. Потому что это мусора, которые приезжают и говорят тебе: дай денег, и мы вас будем охранять. По сути, это крыша. Ну, вот, типа, вот, и мы вернулись к какой-то вот такой вот истории. В 90-е, любимые. Да. Им-то вообще по кайфу, вот. Это и прикольно, потому что сейчас родится что-то новое. Потому что, ну, все вот эти, как говорится, ограничения, они дают, ну, люди, они такие по себе, которые им надо что-то вот искать. Вот никто не будет вот так вот сидеть дома и жить, и ходить куда-то. Таких людей... Ну, выгуляться надо. Так или иначе. Ну, таких людей все-таки, наверное, в России 60%, но вот эти 40, которые что-то делают, да, и хотят что-то, вот они чаще всего вот это все и меняют, собственно. Знаешь, что из-за этих подпольных историй люди, вот, у них же было вот это перенасыщение, а сейчас из-за того, что все мало всего, они сейчас стали опять ходить на музыкантов. Понял? Ну, они приходят на музыку, а не просто провести уикенд где-то. И промоутеры стали делать. Они стали делать, им надо, чтобы люди пришли. Вот. И все понимают, что все немного очкуют, да? Поэтому они тоже делают, что хотят что-то сильное сделать. Да. И это плюс вообще бессомненно, что сейчас стали вот именно... Ну, опять возвращаться к тому, что идут на музыку, а не на постоять у бара, покурить. Люди-слушатели начали как-то возвращаться вот к этому поиску музыки
музыки, помнишь, как мы в детстве там, типа, нашли какой-то трек, о, смотри, какой я нашел трек, да, зацени. Ты добивался, да? Да. И это то, что у тебя в организм, ты получал вот этот дофамин и все, и сам поиск доставлял. Ну, диггинг. Как понять диггинг, который в России у нас был диггинг такого плана, что ты должен был где-то нарулить, найти. Сейчас понятие диггинга — это посидеть в ВКонтакте, что-то поискать, где-то там в Spotify, в На Spotify нажать кнопку, сделать похожий плейлист, и весь диггинг кончился. Да. Сейчас. Ну, я, кстати, на самом деле сейчас до сих пор хожу что-то и в виниловые магазины смотрю, все-таки. Винил, я слышал, сейчас возвращается. Да. Ты собираешься, пошел, думаю, так, надо сумку под винил взять с собой, чтобы пойти, чтобы с пакетами этими не тащиться, как день выделяешь на это. Это, блядь, целое дело. Как раньше музыкальный магазин, пошел за кассетой, стоишь, ждешь, думаешь, интересно. Тоже идешь, такое предвкушение, думаешь, не звоню, а такой, знаешь, не смотрю каталог, а иду, может, что новенькое появилось, блядь, но должен присутствовать какой-то элемент страданий, да, или не страдания, а какой-то вот активности. Да, активность, должен что-то делать. Понимаю людей, которые занимаются перепродажей кроссовок, знаешь, там, или поиском каких-то вот этих, знаешь, айтемов, каких-то рейерные айтемы. Я их понимаю вообще максимально, потому что это настолько, это прям наркотик, ты настолько получаешь большое удовольствие не от этой вещи, это как многие путают, а от процесса. Это вообще другое удовольствие, нежели вот это вот, когда ты попадаешь на эту иглу поиска, перепродажи, выхватил что-то редкое, ты вообще никогда с этого не слезешь. Ну, это азарт. Такой сильный. Я вообще люблю свой Авито, я барыга на Авито. Потому что ты когда попадаешь там, где-то поменялся, где-то перекупил. У меня там были вообще такие схемы. Но мы сейчас говорим о чем? О кроссовках или о музыкальных? Обо всем. Ну, вообще у меня на Авито там музыкальная в основном техника. Я меняю синтезаторы с кем-то, меняюсь у кого-то там докупил, кто-то я хочу это. Вот и все. И так можно, кстати, многим советую, особенно начинающим музыкантам, если у вас что-то есть, да, с чем вы можете поменяться, вы можете двигать, ну, вот эту тему. Но этим все занимаются такие нормальные, трушные, как бы, музыканты, которые собирают железки, покупают, продают. Даже Лиам Хоулит из Prodigy. То же самое. Мы с ним как-то 2 минуты разговаривали о каких синтах там, ну, типа, я продал, он продал. Я такой сейчас скупаю. Я нашел тейп-машину просто бомбическую. Я видел в каждой истории вот этого как раз. Это моя, да, хорош. А я еще нашел, типа, Штудера, там стол здоровенный, под широкую ленту. Ну, денег надо. Я прям дома хочу вот это все, я балдею от этого всего. У меня большой аналоговый там тракт, все дела. То есть я собираю, что-то там перебираю, смотрю туда-сюда. Я фанат 4-й Юпитер. Загуглите, если кто не знает, это просто... Он выглядит как, ну, что-то, блядь, дорогое, очень крутое. И он также звучит. Ну, когда магия есть в этом всем. Да. Вот я не знаю, как объяснить, есть магия. Это болото, оно вас затянет нахрен. Еще раз повторим, не забываем подписываться на канал, чтобы канал пушить вверх, и чтобы как можно больше людей увидели эти видосы. Мы все друг другу этим самым помогаем, все музыканты, и собираем маленькую такую некую комьюнити, в общем. Да. Из той прослойки музыкантов, которых Deadmau5 в своей тачке, наверное, никогда не повезет. Слушай, что бы ты посоветовал начинающим музыкантам, которые себя почувствовали вот именно сейчас, именно вот в этот год пандемии, и у них в голове какое-то вот непонятное для меня представление о музыке, о том, что делать, как двигаться. То есть вот что бы ты таким пожелал? Я бы им пожелал, во-первых, не распыляться вот так на все, а постарайтесь найти какой-то более-менее один жанр и постараться двигаться в нем, потому что сейчас же всего много. Хаус, бейс-хаус, трэп, хип-хоп, постарайтесь найти какой-то, и вообще я посоветую простой стиль. Какой-то вот, знаешь, там, сэмплерный хип-хоп, какой-то... Ну, я посоветовал бы с хип-хопа вот с такого начать, потому что с него все-таки ты можешь вообще на любые стили выйти. Вот. Постарайтесь именно сконцентрироваться на одном стиле пока что. И изучите его полностью, а дальше потом у вас откроется мир. Это как один язык английский выучишь, а потом можно другие уже легче учить. Так у тебя все. И DAW, всем Ableton советую абсолютно. Всем начинающим пацанам, девчонкам, Ableton изучайте. Ну, потому что все-таки Fruity Loops, он крутой, да? Но лучше, я бы думал, если бы я сейчас начал, я бы начал с Ableton. Потому что он как-то более какой-то френд, что ли, да? Он там, ну да, там многое в плюс, очень многое. То есть вот, я советую всем Ableton. Вот. Ну, круто. Все слышали? В общем, спасибо, что смотрели. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, лайки и так далее. С вами были Капеллы, Прокси. Peace. Yeah.
Нигис. Пятюньку давай. А пятюнку? Че, пойду я работать дальше? У меня сейчас Ой, подожди. студийные тайминги.